Вы представляете себе ситуацию, это вот к вам двоим вопрос, что, допустим, судья Данилкин принимает решение непопулярное у власти. Да. Что тогда случится? Как это будет? Ему позвонят, его уволят. Ну вот просто если помечтать. Многие, в принципе, об этом говорят. А почему бы, собственно, судье Данилкину не войти в историю, приняв знаковое какое-то правильное решение? Вы по себе знаете, что такое говорить «нет». Да, но я никогда не хотел войти в историю. Да, но вы хотели Я, качественно исполнить свою работу, да, насколько я я знаю. вполне был бы доволен, если бы не я вошел в историю, а невиновный вышел бы из тюрьмы. Меня это вполне устраивало. Так что я не думаю, что надо судье или прокурору примерять этот процесс на себя как мундир или вертеть дырку под орден. То есть это не повод для карьеры. Это, во-первых, решение судьбы двух людей, что очень важно, а во-вторых, это пример на будущее, это прецедент. Есть у нас правосудие или нет правосудия? Дело в том, что у судьи, если он самостоятельный, есть такие возможности, предусмотренные законом, как возвратить дело прокурору. Об этом заявляла сторона защиты непосредственно на предварительных слушаниях. Но самое главное, что на стадии еще следствия нас в упор не видели сторону защиты. И вот это выразилось в том, что ни один наш свидетель не был включен в список обвинительного заключения. Об этом сразу было заявлено судье. Судья тоже не усмотрел это как нарушение. Свидетели, которых мы назвали, они знают, каким образом добывалась нефть, каким образом эта нефть учитывалась. Нефть же стратегическое сырье. И как бы вся нефть, которая была добыта огромными компаниями за 5 лет, была украдена. И об этом не знал ни председатель правительства Российской Федерации, ни министр топлива и энергетики, и налоговая. А можем вспомнить несколько примеров, кто эти люди, кто готов свидетельствовать с вашей стороны? Мы не знаем, насколько они готовы, но в данном случае заявлялось и о министре финансов Кудрине, и заявлялось и о председателе правительства Путине, такие лица интересуют, и много лиц, которые занимали ключевые посты на тот промежуток времени. Иностранцы часто бывают на этом процессе. И в частности, почти все депутаты, ну, представители депутатских фракций Бундестага германского там побывали. И вот один из них 5 ноября, Эммануэл Сарацин, сказал о том, что это ключевое дело, и что Россию сейчас воспринимают по этому делу в Европе, и что важно, насколько процесс будет достойно вестись и достойно завершиться. Что говорит о том, что достойно или недостойно это все проистекает. Вот просто несколько примеров можете привести? Или вы согласны, что все идет достойно и есть шансы? Все прекрасно понимают, в том числе и судья, который ведет дело, что в Страсбурге находится несколько жалоб, что на это дело смотрит мировая общественность. И поэтому, я, насколько понимаю, для нашей судебной системы очень важно создать впечатление порядочного судопроизводства. Поэтому у нас оборудован зал. Обратите внимание. Ну, вот, наверное, очень хороший зал. И видели? Возможности, да. Да, видели очень вы хорошие. такие возможности? Нет. Где-нибудь. Знаменитый аквариум. Уже журналисты просто Бостоне это... видел. В Бостоне. Вот, видите, старались для этого дела. Я именно говорю про пыль в глаза. Дальше. Вроде бы говорили об открытом судебном заседании, доступном для прессы. Был оборудован пресс-зал. Очевидно, просто подчиненные забыли поставить в известность председателя Мосгорсуда о том, что процесс давно уже не настолько открытый и гласный, а трансляция просто уже давно запрещена. И, соответственно, я и мои коллеги воспринимают это как бы такой антураж. А по сути, ничего не меняется. Видимость состязательного процесса сохраняется. Дальше вот еще есть у меня такой показательный пример, когда у нас приходит прокурор и говорит, по устному запросу прокурора вот приобщаются такие-то, такие-то документы. Судья безоговорочно приобщает. Тут же буквально проходит час времени, и встает Платон Лебедев и говорит, прошу истребовать такие-то, такие-то документы. Судья говорит,
ходатайство отклоняется, вы нам не обозначили обстоятельств, которые эти документы могут доказывать. А что из себя представлял устный запрос прокурора? Вы же специалист в этом, что такое устный запрос и что там было обозначено? А как это объяснить? Пожалуйста, состязательность налицо. Да, есть какие-то перекосы, конечно. Но сам Анатолий Федорович Кони говорил, что судья не застрахован от ошибок в процессе. Собственно, ошибки во многом работают и в пользу защиты, потому что защита накапливает кассационные основания, кассационные поводы. Так что, есть всякие шероховатости, есть проблемы. Важно понять, есть ли за этим злой умысел. Вот если его нет, то все не так страшно. В своей статье Михаил Борисович Ходорковский, она была посвящена судебной реформе. Интереснейшая статья. Да. И вы тоже на нее отреагировали, как и многие эксперты. Ходорковский говорит о ключевых моментах. Вот скажите, если бы какие-то изменения произошли, то вообще было бы такое дело ЮКОСа, и был бы такой судья Данилкин, именно получил бы он такой процесс. Прокуратура и следствие во многом зависят от политического режима и от тех, кто олицетворяет этот режим. Поэтому заводить дела в суде – это дело государства, это дело исполнительной власти. А вот дело суда, который не должен относиться к исполнительной власти или стоять по струнке в вертикали власти, его дело рассудить. Общество на минувшей неделе взяло на себя функции такого активного института. Было довольно-таки резкое заявление, направлено в адрес президента Медведева и судьи Вячеслава Лебедева прекратить постыдный фарс, заявили общественные деятели известные. Фактически они написали о том, что их беспокоит, что необходимо освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и закончить это издевательство над правосудием. Вы разделяете этот посыл этого обращения? Тон обращения очень жесткий и скорее политический, нежели правовой. Поэтому тон этого обращения я разделить не могу. Вот что касается содержания, то там есть весьма рациональный абзац. Там сказано что на этом процессе наши предприниматели будут понимать, за какие операции судят, за какие поступки в хозяйственной сфере человек может расстаться со свободой. Ну а что касается практической реализации, то там указывается на право президента помиловать. Президент может реализовать свое право на помилование. И ему для этого не надо ожидать прошения о помиловании, и не надо требовать, чтобы подсудимые признали свою вину. Здесь речь идет о помиловании относительно первого дела Ходорковского, то есть приговор вступил в законную силу, и уже на сегодняшний момент человек 6 лет, большую часть отбыл срока, и если бы президент воспользовался своим правом помилования, он бы освободил от мотивировки политической и иной мотивировки текущего процесса. Понимаете? Он бы освободил от раздумья судью, который ведет процесс. Судья бы тогда вздохнул и сказал: оказывается, никто не имеет никаких претензий ни у президента, ни у премьера, ни у других государственных лиц, и уж тогда и ко мне не будет никаких претензий, я могу пойти в совещательную комнату, сесть, посмотреть это дело, открыть закон и решить судьбу этого человека. Продолжается процесс, и идет допрос свидетелей. В мире тоже происходят события, которые напрямую касаются судьбы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И этот процесс интересен людям. В частности, эстонский композитор Арво Пярт написал симфонию свою новую и посвятил Михаилу Ходорковскому. Премьера прошла недавно в Германии, до этого в Америке. И вот сегодня, как раз когда мы здесь записываем эту программу, в Рахманиновском зале консерватории идет представление этой симфонии российским слушателям. Спасибо большое за то, что пришли сегодня. Благодарю вас. Спасибо, что пригласили.